Привет всем, меня зовут Кристина, и вы на моем канале по вязанию. И сегодня я вам хочу показать, поделиться, как я вяжу такой узор. Я его использую для манжетов в своих варежках. И сегодня покажу, как он вяжется по кругу и как вяжется поворотными рядами. Вяжется легко, быстро и выглядит очень красиво. Такие вот ажурные цепочки. С обратной стороны он выглядит вот так. И если так присмотреться, то основание узора у нас получается та же самая резинка. Одна изнаночная, 3 лицевые. Этот узор я вязала и в носках. Я думаю, что он прекрасно подходит и для кардигана, для рукавов. Я вам сейчас вставлю схему. Я нарисовала схему для кругового вязания. Сможете остановить видео, сделать скриншот, кто сможет сразу вязать по схеме. А кто еще, как говорится, не силен в чтении схем, то предлагаю смотреть дальше. Я уже попетельно расскажу и покажу, как его вязать. Раппорт узора состоит из 4 петель в ширину и 4 ряда в вышину. Итак, покажу вам первое, как этот узор вязать по кругу, как я его вяжу в манжетах для варежек. Я уже на спице набрала 32 петли, замкнула в круг и разделила на ровное количество на 2 спицы. Я всегда после наборных петель, первый ряд подготовительный, их будет 2, провязываю лицевыми. Вы, конечно, можете так не делать, вы можете вязать как вам удобно, как вы привыкли. Так, минутку. И, я считаю, что так этот край, он потом выглядит более аккуратный, когда после наборных петель просто провязать один ряд лицевыми. Итак, провязала я ряд лицевыми петлями. И теперь вяжем уже подготовительный ряд для самого узора. В круговом вязании я всегда этот ряд начинаю с изнаночной петлей, потому что мне так лучше нравится потом вот это вот место, переход, где у нас меняются ряды. И мы начинаем, вяжем одну лицевую и так, извините, тут у нас и 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная и 3 лицевые. И таким образом провяжите самостоятельно до конца ряда. Я тоже провяжу и встретимся в конце ряда. Итак, провязали подготовительный ряд и начинаем вязать ряд узора. Первая петля у нас изнаночная, 3 петли лицевые. Провязали 3 петли, левой спицей захватываем первую петлю, немножко ее вытягиваем и протягиваем через вторую и третью петлю. И таким образом у нас из 3 петель образуется 2. Далее 1 изнаночная и повторяем. 3 лицевые, левой спицей подхватываем, немножко вытаскиваем и перетягиваем через вторую и третью. Опять 1 изнаночная, 3 лицевые, подхватываем, вытягиваем и перетягиваем через вторую, третью.
1 изнаночная, опять 3 лицевые, подхватываем и перетягиваем. И таким образом надо довязать до конца ряда. Довяжите самостоятельно до конца ряда и встретимся в конце ряда. Итак, провязали первый ряд узора и вяжем второй. Начинаем с 1 изнаночной, лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая. И таким образом мы возвращаемся к тем количеству петель, которые у нас было изначально. Довяжите до конца ряда самостоятельно и встретимся с вами в конце ряда. Итак, довязали второй ряд узора и начинаем вязать третий. Первая петля у нас изнаночная, 3 лицевые, накид тоже провязываем лицевой. Изнаночная, лицевая, накид, лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, накид провязываем лицевой, лицевая, изнаночная, лицевая, накид провязываем лицевой, лицевая. И так же самое надо закончить этот ряд, провязывая 1 изнаночную и 3 лицевые, провязав накид тоже лицевыми. Провяжите до конца ряда самостоятельно и встретимся в конце ряда. Итак, провязали третий ряд и вяжем последний 4-й ряд узора. 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые. И таким образом надо провязать весь ряд до конца. Итак, я провязала 4 раппорта. И так вот этот узор выглядит по кругу. Он очень эластичный, поэтому очень хорошо подходит. Я думаю, даже для носков манжет можно такой вот красивый ажурный связать. Итак, и теперь я вам покажу, как этот узор вязать поворотными рядами. Вам надо набрать количество петель, которое делится на 4, плюс добавить 1 петлю для симметрии и 2 кромочные. В этом образце я набрала 27 петель. Из них 24 у меня уйдут на узор, 2 у меня будут кромочные и 1 петля симметрии. И здесь я уже провязала пару рядов лицевой глади. И начинаем вязать подготовительный ряд. Это у меня лицевая сторона. Подготовительный ряд начинаем вязать с изнаночной стороны. Переворачиваем вязание. Кромочную мы снимаем, вяжем 1 лицевую, 3 изнаночные, 1 лицевая, 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 3 изнаночные. Здесь у нас петля симметрии, ее мы провязываем лицевой и кромочная петля изнаночная. Разворачиваем вязание и начинаем вязать сам узор. Кромочную снимаем, 1 лицевая, нет, извините, 1 изнаночная, 3 лицевые,
Провязали 3 лицевые, левой спицей подхватываем первую петлю, немного ее вытягиваем и протягиваем через вторую, третью петлю. И таким образом у нас из 3 петель вывязывается 2. 1 изнаночная, 3 лицевые, левой петлей подхватываем первую, вытягиваем и протягиваем через вторую, третью. 1 изнаночная, 3 лицевые и повторяем опять то же самое. Первую протягиваем через вторую, третью. Итак, довяжите до конца ряда самостоятельно и встретимся в конце ряда. Итак, довязали почти до конца ряда. Здесь у нас опять петля симметрии, и в дальнейшем мы все время ее провязываем изнаночной и кромочная петля. Разворачиваем наше вязание и вяжем второй ряд узора. Кромочную снимаем, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная, лицевая, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная. Таким образом провяжите до конца ряда и встретимся в конце ряда. Итак, провязали до конца ряда, разворачиваем наше вязание и вяжем третий ряд узора. Кромочную снимаем, 1 лицевая, изнаночная, 1 лицевая, накид провязываем лицевой, 1 лицевая, изнаночная, лицевая, накид провязываем лицевой и лицевая, потом изнаночная, лицевая, накид, лицевая, лицевая. И таким образом надо провязать до конца ряда. Провяжите до конца ряда и встретимся в конце ряда. Итак, довязали до конца ряда, переворачиваем вязание, и у нас остался последний ряд узоров. Кромочную снимаем, 1 лицевая и 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные. И таким образом надо довязать до конца ряда. Довяжите самостоятельно и встретимся в конце ряда. Довязали до конца ряда, и так выглядит один раппорт узора с лицевой стороны. И здесь тоже у нас уже обраджуются первые ячейки нашей цепочки. Итак, я провязала еще 4 раппорта вверх, и такие вот у нас вертикальные получаются цепочки. Узор очень эластичный, очень легкий. Пользуйтесь. И на сегодня тогда я с вами прощаюсь. До следующего раза. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Если хотите не пропустить следующие мои видео, подписывайтесь на канал. И если есть какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях под видео или на телеграм-канале. Я при первой же возможности на них отвечу. И пока-пока.